Всем привет, с вами Дэн, и у нас сегодня Цеппелин, немецкий бренд, который в основном выпускает часы в такой винтажной пилотской тематике. Часы сделаны в Германии, и если мы говорим о начальном ценовом сегменте, то Цеппелин это всегда та марка, которую стоит рассмотреть. Но эти часы я взял, наверное, даже еще дешевле, чем можно предположить. Заказывал их на Joomla. Ссылки оставлю все в описании к этому ролику. В магазине Creation Watches. И давайте обе коробочки распаковывать. Ну, кстати, кто вдруг не знает, на Joomla рублевыми картами можно оплачивать. Никаких ограничений нет. Так что, в общем, максимально удобно. Покупки, ну, такие же примерно, как на Озоне. Так, значит, тут у нас... коробка до конца не открывается. Кстати, я считаю это минусом, потому что как вот я взял бумажечку, да, и до конца не открылась. Ребятюнечки, надо продумать этот момент. Гамбург, да, это в старинном таком винтажном стиле они делают свои талоны, да, тут все граф Цеппелин, 1930 год, прикольно. В общем, эта модель, да, как раз линейка граф Цеппелин, гарантийная, собственно, карточка, которая Creation Watches ставит печать. Ну и вот автоматик GMT. Внутри стоит Miyota 9075. Вот такая небольшая инструкция. Ну и, собственно, часы. Коробка максимально дешевая, простая. Но, опять же, как бы нам это не настолько важно. Потому что мы хотим иметь продукт, который будет нас радовать. А коробка, да и фиг с ней. Особенно в этом ценовом сегменте. И здесь, как уже мы поняли, это, конечно же, механика. Ну и, как я вам обещал, да, механика такая винтажная, такие часы. Их, в принципе, можно назвать и универсальными, можно назвать и пилотскими, как кому больше нравится. Я все-таки хотел бы сказать, что, наверное, да, здесь разметка, она ближе к пилотской, но, конечно, стрелки это... не пилотский, это классика, и да и здорово, на самом деле вот такой вот универсальный здесь мотив, и прям чувствуется. Вот что интересно, Цеппелин, он уже, ну, насколько я лично помню, первый раз, когда я с ними познакомился в Берлине, это было лет 15 назад, и у них всегда вот был этот стиль, этот дизайн, а сейчас, когда стало модно делать винтаж, Цеппелин, в общем... он тут как тут со своим винтажем. Ну, давайте пока эту модельку немножко отложим в сторону и откроем вторую коробочку. Вторую коробочку здесь тоже... вот как они правильно лежат. Вот так они должны лежать. В общем, здесь граф Цеппелин тоже у нас линейка. И тоже пакетик целлофановый. В японском, я бы сказал, стиле. Пакетик мы убираем в сторону. А здесь у нас кварц. Но тоже, кстати говоря, в таком же дизайне. Мне было интересно подобрать именно вот похожие модели. О, кстати, Shell Cordo, он здесь ремешок. О, ребятюлечки, вот это прям хорошо. Так, кварц у нас. Значит, здесь пленочка. Здесь у нас пленочку в сторону. Здесь как раз вот две модельки. Две модельки в очень похожей стилистике. Но, тем не менее, есть некоторые нюансы. Давайте, значит, сначала поговорим про вот эти часы. Эти часы – это специальная модель, которая выпущена в честь столетия Цеппелин. Называется модель, да, как мы уже разобрались, граф Цеппелин, GMT 86661. Референс у этих часов. Кстати, вот, пожалуйста, да, можно здесь это увидеть. Давайте ремешочек расстегну. Кстати, у Цеппелина всегда был очень приятный ремешок здесь, да. Очень мне нравится вот такая тональность, такая классическая. Я бы сказал, у немецких часов часто такое бывает, и у немецких ремешков. Почему-то я раньше таких себе много ремешков покупал в одном интересном немецком магазине. Классно. Он классно сочетается с этими часами. Ну, вообще, в принципе, к этому циферблату много чего интересного подойдет. Кстати, я вам забыл сказать, ведь у меня в Creation Watches на Joomla есть личный промокод DNGITAT, он дает скидку 10%, при покупке вводите этот промокод и 10% вам рассчитают. И этот промокод, ну, тоже я оставлю в описании к ролику, чтобы, если что, его скопировали. Значит, здесь у нас, ну, соответственно, любые Цеппелины, вообще на все часы, которые продаются в Creation Watches.
Значит, здесь нержавеющая сталь, здесь у нас тоже нержавеющая. Да, давайте прям сразу 2 часов смотреть, потому что характеристики-то здесь похожие будут. Нержавеющая сталь, минеральное стекло и там, и там. По механизму здесь, конечно же, Miyota 9075 с функцией GMT, запас хода 42 часа, есть люминофор, небольшие точечки здесь на стрелках и на часовых метках. И водозащита 50 метров. Ну и если мы говорим, значит, про вторую модель, она называется Лос-Анджелес, да, L, давайте сейчас вот с циферблата немножко стрелочки передвину, LZ126 Лос-Анджелес, линейка и референс здесь 7614-5, ну вот здесь, кстати, можно посмотреть и на бумажечке. И, как мы уже сказали, нержавеющая сталь, кожаный ремешок, Miyota калибр 6S21 японский, минералка там и там, и там, да, здесь хронограф, тахиметр есть, отображение даты, кстати говоря, и тоже водозащита 50 метров. По цене кварцевая версия без всех скидок, без всех купонов, на Джуме 22 тысячи, и механика подороже, механика 38 тысяч, но опять же без всяких скидосов. Скидосы можете применить, ну, собственно, это будет все намного более приятно по цене. Ну, давайте начнем с механики, раз уж я ее первую открыл. По размерам. По размерам 43, не самые маленькие часы, но, собственно, не самые большие. Сейчас посмотрим, как они будут на запястье. 13,9, почти 14 по высоте. По ремешку, наверное, 22, да, 22. И от ушка до ушка 51,3. Не самые маленькие часы, несмотря на то, что винтаж, поэтому обязательно учитывайте ваши габариты и ваше отношение к большим, средним и винтажным стилям. Да. Здесь мы видим, что вполне такой, я бы сказал, средний универсальный размер. А сейчас, да, в моде, конечно же, небольшие размеры, 35, 36, 38. Но, опять же, люди с средним и с крупным запястьем никуда не делись. Поэтому им тоже нужны часы, им тоже часто нравится винтаж, классика, пилоты, стиль 50-х, 40-х и так далее. Поэтому, если вам вот это подходит, то смело можно присмотреться к этой модели, потому что она очень такая аккуратная, она хорошо сидит на запястье, у нее такой крабик получается, да, вот эти ушки такие большие в стиле 2010-х годов, я бы сказал, корпус такой трехобъемник, опять же в стиле 2000-х, там, 2010-х, ну и понятно, что и в стиле винтажном. И он хорошо сидит на запястье, крышка задняя плоская, обхватывает его очень даже приятненько. Ну и ремешок, я бы сказал, что он сразу приятно запястье обхватывает. Кожаный, пухлый, толстый, как и хорошо сочетается с этим достаточно высоким корпусом, особенно с учетом того, что стекло здесь 3 мм, наверное, да, по высоте. Я, кстати, об этом вот забыл сказать. Здесь огромное стекло по высоте. Но ремешок мягкий, поэтому сразу будет удобно на запястье, и это здорово. И он достаточно высокий. Это тоже хорошо сочетается с этим корпусом. Приятно. Здесь у нас Miyota, причем достаточно такая крутая, дорогая, премиальная. И поэтому цена здесь относительно кварца, ну, достаточно сильно выше, да, вот эта версия. Но это хорошо. Здесь очень хороший механизм. Кстати говоря, он сразу идет уже с приятной такой отделочкой. Зажалка, правда, ротор не кастомный. Ну и сделано в Германии. Здесь также у нас написано. Крупная заводная головка. Удобно пользоваться, удобно оперировать. Но опять же, она хорошо сочетается с этим достаточно большим корпусом. Корпус полностью полированный. Такой вот подкарманные часы, я бы сказал, его дизайн. Ну что, молодцы. Дата здесь с белой подложкой, не раздражает, в принципе, окей. Немножко читаемость, может быть, у меня вызывает вопросы, потому что стрелки весьма и весьма похожи. По длине они, конечно, разные, да, в типичном немецком стиле, когда минутная стрелка хорошо так заходит за разметку. Здесь часовая немножечко не дотянулась. Но если бы она была длиннее, то, я думаю, с читаемостью были бы еще больше проблемы. Ну, собственно, да, вот это вот, наверное, у меня есть некоторые нарекания. Ну, и стрелка GMT у нас здесь имеется. В общем, можно смотреть время во втором часовом поясе. Немножко нужно к ней привыкнуть. Да, она такая длинная. Я бы сказал, таком, опять же, ретро-стилистике. Прикольно. И для нее есть отдельная разметка такая по краю циферблата. Да, здесь в плане читаемости есть вопросы, но это такая стилистика. Опять же, вы поймите этот главный момент. Это такой стиль. Если вам нравится такой стиль, то он будет
Он приятный, он такой добрый, теплый, винтажный, классно. И эта стрелочка такая, все так миленько, все здорово, мультяшно, я бы сказал, сделано. Ой, просто пушечка, пушечка. Вот. Но нужно будет привыкнуть и к стрелке GMT, конечно же, и к минутной, и часовой. В плане дизайна, в плане вот разметки, вот этих даже тут такие меточки еще дополнительные, накладные, стальные, ну прям вот пушечка. Очень, очень нравится. Очень вот сделано со вкусом, я бы сказал, с любовью к таким дизайнам часов. Ну, если мы посмотрим на кварц, кстати, интересно, у них ремешки в разную сторону сделаны. Это так задумано или что-то не то? Вот. Но, кстати, есть разные производители. Тот же Орис делает вот так ремешки, да, когда вот так они располагаются, застежка у отметки 6 часов, и другие еще производители так делают. В общем, кому как нравится. Ну, в общем, мне, в принципе, пофигу. Здесь классный кордован ремешок, дорогие ремешки. И опять же, это очень приятно получить в ценовой категории там чуть больше, чем 20 тысяч рублей. Ну, кстати, со скидками там будет даже меньше, чем 20 тысяч рублей. Такой ремень сам по себе он уже будет стоить, в зависимости от мастера и производителя, да под десятку. Да. Блин, классный. Она еще и вручную сделана в Германии. Слушайте, ну за это прям лайк. Я прям в восторге. Очень круто, очень круто. Корпуса здесь похожие. Я бы даже сказал одинаковые. Давайте посмотрим по размерам, сойдется или нет. 43, да, слушайте, да. Чуть-чуть пониже, что ли, они, да, 12,6 по ремешку. 22 тоже, и от ушка до ушка сколько будет? 51? 50. Ну, в общем, да, плюс-минус размеры похожие. На запястье также удобно они сидят. Здесь, понятное дело, кнопок больше, потому что хронограф. И он чуть-чуть теплее, потому что здесь оттенок уже такой, да, идет топленое молоко. Давайте запустим хронограф. Здесь еще больше всего, больше стрелок, но с читаемостью, как мне кажется, может быть, даже вот по часовой минутной, они все-таки более разные здесь. Тоненькие, нежные, блин, классно сделано. Единственное, что бы я отсюда убрал, я думаю, вы со мной согласитесь, ну, дата здесь вот просто не к месту, не к месту. Вот ее бы не было, была бы идеальная гармония, а так вот она все-таки не совсем идеальная, и подложка плюс еще белая, и, в общем, квадрат, а здесь везде круги. Ну, зачем, ребята, ну, у вас просто шикарный, идеальный циферблат, просто бомбический, зачем? Разметка супер, тахиметр, хронограф, 60, значит, минутная разметка, здесь секундная разметка, и это, точнее, смотрите, да, чуть-чуть я вас могу запутать, давайте я сейчас завершу хрон. Секундная стрелка, здесь, значит, часы, минута, секундная стрелка малая у отметки 3 часа, а секунда хронографа у нас центральная, мы ее запускаем, и здесь еще счетчик 60 минут. Ну, такой хронограф по минимуму, 2 у нас субциферблата, я такие люблю. Когда перегруз, если бы здесь еще какой-то третий был счетчик, ну, это было бы прям жесть, наверное. А здесь прям очень аккуратно, очень симпатично сделано. Хорошо. В этом плане молодцы, и нравится мне подход, нравится проработка. Ну, сделано, опять же, я вот повторюсь, наверное, сделано прям с любовью. Давайте посмотрим, что у нас по весу. Механика должна быть потяжелее, но, мне кажется, еще и ремешок этот сам по себе немножко будет тяжелее. В общем, 82,6. В принципе, не так уж прям и много. Ну, все-таки часы на ремешке, не на браслете. А здесь 77. Да, разница, кстати говоря, практически незаметна. Ну что, огромные стекла, небольшие искажения по краям есть. Но, кстати, на читаемости это практически не сказывается. И из-за искажений, а может быть оно и есть на самом деле, но трудно сказать, да, со стеклом. Возможно, здесь циферблат сделан как перевернутая тарелка. Так часто делают вот именно в винтажных часах. И немцы любят это практиковать, когда у нас край циферблата чуть ниже, чем центральная часть. Прикольно. В целом, очень приятный, очень симпатичный циферблат. И мне нравится то, что здесь прям вот он такой перегруженный всякими черточками, метками. Это все сделано весьма и весьма аккуратно. Молодцы. И на задней крышке у нас Miyota, на которой вполне себе, знаете ли, и приятно посмотреть. Теперь хронограф Лос-Анджелес. Буйство меток. Кстати, секунды в метке попадает. Здесь тоже идеально все по принтам.
И тоже небольшие приятные искажения по краям. А на задней крышке здесь уже есть как раз такие цепелины. У нас гравировочка. Что скажу по итогам? В плане соотношения цена-качество здесь все на высоте. Мне нравится стиль, мне нравится то, что Цеппелин верен себе, и сейчас он прям на волне. Не самые маленькие часы, опять же, это плюс, потому что огромное количество сейчас небольших часов в винтажном стиле, а вот как раз таких среднеразмерных или, может быть, чуточку более крупных, чем мейнстрим, явно не хватает. И поэтому, если у вас именно крупное запястье достаточно, да, то в самый раз будет. Вот такие приятные модельки. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.